Сегодня мы поговорим о тишине, а точнее о том, что может скрываться за этой тишиной. Есть такое понятие, как хрономиражи. Они могут быть как визуальными, так и звуковыми. Иногда мы можем слышать различные звуки, которых не должно быть. Зачастую это звуки из прошлого или будущего. Это может быть звуки битвы, крики, звон колоколов. В одном месте люди слышали звон цепей, который раздавался из-под земли. Некоторые из этих звуков можно объяснить физическими и техническими причинами. Но некоторые звуки не поддаются рациональному объяснению, потому что это голоса. Голоса, которые произносят слова, обрывки фраз. Иногда они говорят осмысленные вещи. Но зачастую происходит так, что люди слышат лишь некоторые обрывки фраз. И самое интересное – попробовать найти места, в которых возникают эти звуковые артефакты. Я считаю, что самые перспективные места, в которых можно услышать и зафиксировать различные звуковые артефакты, это места, в которых происходил сильный эмоциональный выброс. Это может быть смерть человека, это может быть битва, это может быть страшное событие, может быть какая-то катастрофа. Но это всего лишь предположение, потому что зачастую голоса, различные звуки и слова могут раздаваться в любом месте. Расскажу историю, связанную лично со мной. Однажды я пришел на работу, прошел проходную и иду, и вдруг я слышу оклик: «Андрей!». Я остановился, огляделся, но никого не было. Рядом не было людей, ни впереди, ни сзади. Но я явственно слышал этот оклик, который произнес мое имя, Андрей, поэтому я и среагировал. Я задумался, постоял несколько секунд, похлопал себя по карману и понял, что у меня нет телефона. Я оставил его в автомобиле. Я вернулся, и он действительно был там. Я его взял, и еще долгое время я думал и гадал, кто же меня окликнул, кто мне реально подсказал, что у меня с собой нет телефона, что я оставил его в автомобиле. Но есть такие звуки, которые нельзя слышать ушами. Люди их не слышат, но они фиксируются различной аппаратурой. Диктофоны, видеокамеры, телефоны могут фиксировать различные звуки, которые мы не слышим своими ушами. Именно поэтому сегодняшнее расследование будет посвящено тишине, которую мы будем слушать и ловить различные аномальные звуковые артефакты. Когда я начинал эксперименты с записью потусторонних голосов, я использовал разное оборудование, писал на камеру, писал на телефон, но здесь есть один большой минус. Если я ставил телефон, допустим, на 5 часов, то потом мне нужно было все эти 5 часов очень внимательно прослушать, на это тратится очень много времени, а результат получается очень небольшой. И если в эти 5 часов происходит хотя бы одна запись, это уже очень большой плюс. Вот, что же делать? Однажды ко мне в руки попал вот такой диктофон. Это японский диктофон. Он ведет запись на кассеты с магнитной лентой. Старенький. Вот, протестируем его. 1, 2, 3, 4, 5. Тестовая запись на связи «Мистическая Сибирь». 1, 2, 3, 4, 5. Тестовая запись на связи «Мистическая Сибирь». Вот, в этом диктофоне есть одна очень удобная функция. Вот здесь находится переключатель. Включаем его вверх. И теперь этот диктофон может работать с режимом ожидания. То есть, когда идет звуковая волна, он включает запись. Когда звук прекращается, он останавливается и ждет. Когда звуковая волна возникает вновь, он снова включает запись. Таким образом мы исключаем тишину
и этот диктофон записывает только полезные звуки. Происходит это следующим образом. Мы включили запись, вот здесь горит красный индикатор, это говорит о том, что запись идет. Сейчас я перестану говорить, наступит тишина, и он выключится. Вот я начал снова говорить, и он вновь включил запись. Вот опять горит индикатор, он снова пишет. Мы включили запись, здесь горит красный индикатор, это говорит о том, что запись идет. Сейчас я перестану говорить, наступит тишина, и он выключится. Я начал снова говорить. Вот как мы видим, пустота была вырезана, то есть ее просто на пленке нет, поэтому этот диктофон позволяет сэкономить очень много времени, и можно поймать потусторонних звуков, различных голосов гораздо больше и потратить гораздо меньше времени. Ну что ж, очень удобная штука, его мы будем использовать. Все, погнали! Увидел очень интересное дерево, которое сгорело изнутри. Вопрос, почему так? Есть ли среди вас специалисты, которые могут объяснить, почему дерево сгорает изнутри, а снаружи остается целым? Есть ли в этом что-то мистическое? Или это обычное физическое явление? Сгореть изнутри. Нахожусь на этом интересном месте. Это лабиринт, который находится у нас на острове, в городе. С одной стороны правый берег, с другой стороны левый берег. Этот лабиринт, чем он интересен? Лабиринт выполнен в виде символа, который называют вавилонами. То есть достаточно много таких лабиринтов сделано, их около 1000 известно по всей земле, в разных уголках земли. Большинство из них древние, но есть и более такие вот современные. Вот этот лабиринт современный, сделал его житель нашего города, который пожелал остаться неизвестным. Делают их для того, чтобы познать себя, открыть какие-то новые внутренние возможности, получить какую-то информацию. То есть они имеют сакральный смысл и являются своего рода неким инструментом для того, чтобы расширить свое внутреннее состояние. НЛО летит. Ну, на самом деле это летит самолет, но очень интересное зрелище. Вот, только сейчас увидел вот эту табличку, потому что я заходил с другой стороны, и вот сейчас я к ней подошел, и здесь написано «Солнечный лабиринт». Это аналог структуры древнего лабиринта Скользкого полуострова, помогает сгармонизироваться, сонастроиться с природой, космосом и своим родом. Монахи на Соловках используют для молитвенного настроя связи с Творцом. В структуру вложен космический принцип нашей Солнечной системы и срез движений планет по орбитам, как и срез головного мозга в микрокосме. Аналогичные структуры использовались на всех континентах в далеком прошлом. Такое использование стало распространено и сейчас. Поставлю здесь кассетный диктофон и буду записывать тишину. Может быть, что-то интересное запишется. Хочу сказать, что это достаточно большой труд, место сакральное, люди его делали. Поэтому, если придете сюда, а многие захотят сюда прийти, когда посмотрят этот ролик, то, пожалуйста, будьте аккуратны, осторожны и уважительно относитесь к такого рода сооружениям, потому что раньше здесь было просто место, а теперь здесь некое место наполнено особым смыслом. И могу сказать, что, находясь здесь, чувствуешь какое-то внутреннее состояние, некое какое-то очищение, какой-то легкий такой звон. Я сейчас попробую выяснить, о чем же это место сможет нам рассказать.
Вот, я думаю, что нужно продолжить тестировать это место на предмет вот таких записей. Итак, наступает ночь, и сейчас я поеду в еще одно интересное место. Это очень интересная скульптура, и я вам о ней расскажу. И я думаю, что там весьма перспективное место для того, чтобы половить какие-то потусторонние шумы, звуки, голоса, чьи-то мысли. То есть мне кажется, что там точно что-то может быть, потому что место просто очень-очень необычное. Я думал, я один здесь такой сумасшедший хожу по ночам. Тут, оказывается, еще люди бегают. Хочу кое-что пояснить. Почему важно фиксировать паранормальные звуки техническими средствами? Почему мы не можем сами слушать? Ну, во-первых, не всегда мы можем что-то услышать. Во-вторых, не всегда то, что мы слышим, может являться паранормальным звуком. Потому что наш мозг может генерировать слуховые галлюцинации. Он может достраивать звуки, которые не смог опознать. То есть человек услышал какой-то звук, а мозг его не опознал. И этот мозг взял, порылся в своей звуковой базе данных и такой: о, вот этот звук похож, пусть будет он. И подсовывает нам совсем другой звук. Есть даже такая особенность, которая называется пареидолическая иллюзия. Мозг слышит то, чего нет на самом деле. Люди, которые боятся темноты, сейчас понимают, о чем я говорю. Многие предметы, которые они видят днем, ночью в темноте превращаются в страшных монстров. Звуки становятся искаженными. Поэтому, если человек что-то слышит, то ему нужно себя перепроверять. А как перепроверить? Нужно, чтобы кто-то другой слышал то же самое. Либо, чтобы человек не знал о той информации, которую он получает, чтобы он не мог угадать ответ на заданные вопросы. Либо вообще исключить человека из этого эксперимента и записывать паранормальные звуки на технические устройства, которые точно не обманут. Всегда скептически относитесь к тому, что вы слышите, и перепроверяйте информацию, которую вы получаете. Есть такие люди, контактеры. Они слышат голоса, общаются с ними. Так вот, большинство из них шизоиды. Информация, которую они получают, никак не проверяется на достоверность, просто принимается на веру. И зачастую она не совпадает с действительностью. И там присутствует много абстрактной информации, которую нельзя проверить. Такие контактеры разговаривают сами с собой и верят в голоса. Но есть реальные контактеры. Таких единицы. Поэтому, если у вас есть какой-то канал информации, пишите, будем проводить эксперименты, будем проверять его, и относитесь к такому каналу скептически, пока не будет доказана его достоверность. И вот я приехал ко второму объекту, который имеет очень интересный философский смысл. Автором данной скульптурной композиции является известный российский скульптор Дашин Амдаков. По его замыслу это визуальное воплощение человеческой мысли, протянутой сквозь время. Это реконструкция внешнего вида древнего обитателя сибирской тайги, охотника, рыболова, мага и философа, который оставил древние загадочные знаки, символы на стенах пещер. Самое интересное, что можно зайти внутрь скульптуры, вот сюда. Здесь внутри также очень много различных элементов, которые имеют свой какой-то, наверное, особый смысл. А еще вот здесь находится вот такой выступ. Это сиденье. На него можно сесть, посидеть немного в тишине, подумать и послушать, что же хочет рассказать нам эта скульптура.
Я думаю, что в этой скульптуре очень много зашифрованного. И когда ты ходишь, смотришь на различные знаки, символы, элементы, из которых состоит эта скульптура, то можно открыть для себя какой-то свой таинственный сакральный смысл. Ну что ж, здесь мы говорящую тишину записали, а сейчас нас ждет еще очень интересный объект. Итак, голоса, которые попадают на запись. Откуда они берутся? Чьи они? Самая распространенная версия — это то, что голоса принадлежат умершим людям. Как будто души пытаются выйти с нами на связь и кратковременно прорываются в наш мир. Есть такой писатель Уильям Берроуз. У него есть автобиографичный рассказ, в котором он описывает следующее. Однажды они со своим коллегой-музыкантом арендовали студию и записывали там звуки тихой комнаты. И они очень удивились, когда услышали на записи странные голоса. Там были целые фразы, но у них был довольно странный смысл. Вот некоторые из них, цитата. «Мы можем выйти, когда тени лягут на трещины. Здесь вам нужны черные деньги. У нас еще нет существительных. Здесь птицы горят. Мы видим Тибет в бинокле народа». Вот, и писатель выдвигает две версии. Первое, что это какие-то шифры, переговоры спецслужб, которые некоторые записывающие устройства фиксируют. Вторая версия, она говорит о том, что есть какая-то первозданная словесная какофония, которой наполнен мир своего рода звуковой словесный мусор. Вот, некая аудиосфера. Вот как вы думаете, что это за голоса? Потусторонний мир? Мусор радиоэфира? Спецслужбы? Может быть, у вас есть своя версия? Поделитесь своими мыслями в комментариях. И вот я нахожусь не очень далеко от города. Это придорожное кафе. И интересно оно тем, что здесь есть очень интересные фигуры. Это три богатыря: Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец. Здесь есть также другие фигуры, животные, Емеля на печи и другие сказочные персонажи. Это, конечно, все здорово, но самое интересное здесь другая фигура. И я думаю, что именно возле нее можно услышать самое интересное. И находится она вот здесь. Пока наживанные, я всегда. Свет не полный. Ошибку допустил. Ну что ж, эксперимент на сегодня завершен.
Сейчас 2 часа ночи и минус 4,5 градуса мороза. Я считаю, что эксперимент прошел весьма успешно. Напишите в комментариях и посоветуйте какие-нибудь локации, либо объекты, куда можно съездить и послушать тишину. Раз. Здесь есть еще кто-нибудь, кроме меня?